Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я хочу немного поговорить о назойливых и токсичных гостях. Я на эту тему уже не раз дарила заговоры, ритуалы, еще подарю. Потому что у различных народов, различных культур есть свое понимание о гостях, о том, что они несут людям, которым идут в гости. И насколько их посещение в ваш дом может быть разрушительным, иногда судьбоносным. У башкир есть такое понятие захмат. И самое интересное, захмат вообще у всех татарских народностей, но у башкир чаще всего это встречается, напоминает слово захват. И на самом деле он очень, очень даже, скажем, не просто созвучно, но практически процесс такой же. Считается, что когда человек приходит к вам в гости, он оставляет у вас свою тень. То есть он приходит к вам в гости и приходит со своим грузом жизненным. И когда он уходит, этот захмат может оставаться у вас дома и портить, поганить вашу жизнь, захватывать вашу территорию, ваш дом, уничтожать и сжирать положительную энергию, выгнать вашего домового, что очень опасно, потому что изгонять домового – это пустить беду в дом. И тогда определенными ритуалами, даже приглашая людей силы, изгоняли его из вашего дома, из жилища человека. Что это на самом деле? Если уж сказать по-другому, свой фантом, фантомную память. К вам приходят различные люди в гости. Вы не можете знать, что у них за спиной, кого они обманули. Может, даже замешаны в каком-то убийстве. Может, косвенно, может, напрямую. Люди, которые воевали. Например, приезжают люди, которые всю ночь кричат, с кем-то дерутся. Это не всегда психологическая травма. Это очень часто может быть и нападение темных духов, потому что у человека прошлое, кровавое прошлое. Как бы там ни было сказано, в любом случае это убийство. И иногда духи убиенных ходят за этим человеком. Раньше, когда человек возвращался с войны, обязательно его отчитывали. Моего прадеда не пустили домой 7 дней. Он ночевал на улице, был месяц май, во дворе церкви. И моя бабушка Марта его отчитывала только после этого пустила в дом, не пускала даже мою бабушку и его дочь, то есть тетю моей матери, не пускала к нему подходить, пока она его не отчитала. Она сказала, что отсекала от него души убитых им. Понимаете, это все имеет не просто символическое значение, это реально существует, потому что мы с вами уже убедились, что мир духов и тонкий мир существует, и он влияет на жизнь живых людей. И поэтому, когда человек приходит к вам домой, он приходит со всем грузом своей судьбы. Он может быть хороший человек, может быть не очень, может быть его родовая память, она просто проклята, и он сам по себе вроде неплохой человек, но его род, хвост этот, который тянется за ним,
не очень хороший, он может оставить плохой отпечаток в вашей семье. Наше подсознание вот из слоев информационных считывает информацию всегда. Просто у людей со способностями это усилено. И люди видят картинки будущего, люди могут видеть судьбу человека, его болезни, его настоящую жизнь. Да? Это из информационных слоев. А у обычного человека не так развито. Вот эта антенна, которая ловит невидимое. Но иногда у нас бывает плохое предчувствие. Мы говорим, у меня какое-то нехорошее предчувствие. То есть мы из слоев информационных ловим эту информацию, пропускаем через себя свое подсознание и понимаем, что что-то нехорошее произойдет, хотя мы не понимаем, что именно. Но вот нехорошее предчувствие, обязательно это происходит. Или с нашими родными, с нами, или просто с миром. Перед каждым конфликтом, перед каждым каким-то страшным событием огромное количество людей в мире видят вещи и сны. Тревожные сны, рассказывают друг другу. Или потом говорят, вот я видела, вот я думала, а вот знаешь, я тоже видела. Мир духов все время с нами, разговаривает с нами, дает нам определенные знаки. Нужно уметь это читать, считывать. Во время, то есть в ночь смерти Екатерины Великой, Павел, ее сын, и Мария Федоровна, сноха, спали вместе, естественно, и увидели один и тот же сон, как некая сила, некий дух схватил их и поднял очень высоко. И они с криком проснулись. И когда рассказали друг другу этот сон, они ужаснулись, потому что сон был одинаковый. И через пару часов из дворца пришел человек, который сообщил, что Ее Величество императрица Екатерина Великая скончалась. То есть возвышение их, что им дается шанс править. Они вместе это увидели. Это говорит о том, что даже у людей, не обладающих какими-то способностями или силой, бывают вещи сны, бывают предчувствия, бывают какие-то картины, которые мелькают в голове, и это сбывается. Так вот, когда человек у нас дома, и нам нехорошо, неприятно, это значит, что его мысли, которые витают просто в воздухе, существуют в слоях информационных, а мы находимся близко с этим человеком, наши энергии взаимодействуют, и наше подсознание считывает с его подсознания его нехорошие, негативные мысли о нас. Друзья мои, когда вам в жизни плохо, рядом с вами находятся настоящие друзья. Но есть еще одно «но». Чаще всего те, которые в трудную минуту с вами рядом находятся, не всегда такие уж преданные друзья. Просто они любят сочувствовать. Им нравится чувствовать свое превосходство над вами тем, что вот у меня муж хороший, а у него там нехороший. Вот проявлять сочувствие, постоянно звонить, узнавать, как твои дела, все такое. Потом, когда все проходит, эти люди начинают упрекать. А вот было время, было тебе плохо, я тебе сочувствовала, звонила, а теперь тебе хорошо, ты про меня забыла, и все такое. Это говорит о том, что человек неискренне тебе сочувствовал. Просто собирал себе очки про запас, бонусы, чтобы потом сунуть тебе в глаза. Хотя, когда ты поднялась, когда ты имела наглость, как они говорят, не умереть, а выжить, у них резко портится к тебе всякое, вот, скажем так, и сочувствие, и отношение портится. И вы можете этого человека потом увидеть в стане своих врагов. Сейчас есть интернет, можете там встретить. Человека, который когда-то был вашим близким другом, в трудную минуту вроде бы вами интересовался, и вы начинаете думать, ну, странно, он же как бы переживал, сочувствовал. Как так получилось, что сейчас вот прям люто меня ненавидит, потому что я поднялась, что-то у меня получилось. Обязательно эти люди, они все одинаково говорят. Вот, было время, я-то все знаю про нее, вы же не знаете, у нее там такое было, а вот такое, а мы вот сочувствовали, а мы вот помогали и все такое.
Если спросить, чем мы помогали, ну, мы звонили, каждый день спрашивали, как дела, все такое. Вот на этом ограничиться. Любят сочувствовать. Когда-то Ирина Аллегрова сказала, друг не тот, кто познается в беде, а тот, кто может пережить мой успех. Это реальность. Если человек пережил твой успех, если у человека не началась ненависть к тебе из-за того, что ты смогла чего-то достичь, это друг. Не более того. Поэтому всегда нужно дружить с людьми, равными себе. Не говорю равными по профессии, просто с людьми, которые поднимались сами, знают цену всего того, что ты имеешь и чем ты владеешь. Теперь, я уверена, что у многих из вас, если не у каждого второго, было одинаковое детство. Это на полу постеленные матрасы, это везде, на диванах везде спящие тети, бабушки, бабушкины сестры, племянника, жены, брат. Это двоюродные кумы, соседа, брата, сестры, призывник, сын и так далее. То есть даже люди, которых вы знать не знаете, приехали и остаются у вас месяцами. И это, просто у многих это есть. Этих людей мало интересует и волнует, что у вас дела, работа. Элементарно приведем такой пример. Звонок. Вот прям натурально уверена, что 70% населения нашей страны через такое прошли, если не больше. Звонок. Ой, здравствуйте, племяши, или как-то еще по-другому, племяшеньки. Одним словом, мы уже в аэропорту. Вот, мы сейчас регистрацию проходим, мы хотели вам сюрприз сделать. Вот, приедете нас забирать. И у вас шок и ужас. 11 ночи. Вам рано вставать на работу, мужу там ехать, что-то там отвозить, работать этими перевозками, например, предположим, заниматься. Что делать-то? И ты говоришь, нет, как вообще так? Вот, приезжаем к вам на пару недель. Вам стыдно, вам неудобно, правда? Как в этой ситуации поступает человек, который хватает духу ставить на место, а как поступает человек чрезмерно жалостливый, которому неудобно? Нагло ведут себя они, а стыдно тебе. Человек сочувствующий может позвонить, сказать, а давайте я вам такси вызову. Ой, нет, зачем? Пускай он сам приезжает и поболтаем в дороге. И вот у нас там столько вещей, там мы привезли, надо племяннику завтра отвезти. Сочувствующий человек отправляет мужа, который ворчит. Едет, муж забирает. Вот он с аэропорта еще часа 3 приехал, он в 3 часа ночи. Ой, как я рада, столы. Да мы там помидоры привезли, сейчас нарежем, все нормально. Сели до утра, поели. Поговорили. Утром рано с красными глазами ваш муж едет по делам. Вы звоните, отпрашиваетесь, может быть, у человека, у которого вы работаете, что у нас прям внезапно, как снег на голову. Человек может понять, может не понять, тогда придется вам ключи оставлять и уехать. По сути, людям, которые редко вас видят, и вы не знаете, что от них ожидать. Они могут что-нибудь здесь забрать, а потом клясться, что это не так. Иди докажи. Эти люди спят, храпят до 12, до часу. Они пользуются вашим пространством, как им нравится, как им хочется. За собой могут не убрать, все эти тарелки, вилки, все это кидают. Ты должна каждый день, собственно говоря, генеральную уборку. Их ребенок, который ломает вещи, переворачивает все, вечно тыкает пульт, чтобы включить и отключить. И они все, вот он у нас такой, который открывает холодильник, лезут посмотреть, что там пожрать есть и так далее. Это длится долго-долго. Вы, муж с женой, начинаете ругаться между собой. Поскольку у вас личное пространство, я об интимной жизни вообще молчу, вы выходите на улицу под предлогом пойти хлеба купить и в дороге начинаете грызться, что это вообще я уже устала, у меня больше нет сил. Сейчас пойду всех нахер выгоню. Он говорит, потерпи, неудобно, родственники, что они скажут.
И вот так продолжается до бесконечности. В эти дни вы не можете работать. Естественно, у вас сокращается достаток. Вы вынуждены уже лезть в свои запасы, хотя вы могли спокойно, безбедно жить. Эти люди не покупают даже яблоко в дом, не то что там расходы какие-то. Что-то сломали, ребенок висит на ручках, сломал, разбил. Там кто-то из них там внезапно дверь не в ту сторону закрыл, разбил. Одним словом, люди посидели, поболтали, поехали с вами в центр, погуляли, покайфовали. Красота. И просто кинули всю эту грязь, этот свинарник. Утром собрались и уехали, если вы еще не купили им билеты. И вы приходите домой, опустошенные, уставшие. Вы целые сутки это все убираете, это все прибираете. И потом начинаете бояться всех праздников, всех выходных. С ужасом ждать, что сейчас опять какой-нибудь племянник, какие-нибудь родственники, какие-нибудь друзья, какие-нибудь кумовья вломаются к вам, потому что у вас же дом красивый, у вас там такое место в центре, там можно пойти и сразу эти зоопарки посмотреть, все такое. И это продолжается до бесконечности. Вы хорошие, добрые, вас хвалят. Ну, правда, могут сказать, что не особо ты угощала, не так уж нам делал шашлыки и прочее, прочее, как все великие люди возили с собой целую компанию голодранцев, кормили, поили и в ресторанах, оплачивали и в гостиницах, а в итоге они про них написали столько гадостей, они про них написали столько нелицеприятных вещей, что просто, ну, как бы диву даешься, понимаете? Так вот, это, к слову, о моллюсках, которые приводят пример часто, да, что моллюски маленькие морские прицепляются к большим кораблям и топят их, потому что там образуется дыра. И это целый огромный лайнер может потонуть из-за того, что один моллюск там что-то продырявил. То же самое человек. То, что вы сильный человек, что вы нормально живете, хорошо работаете и так далее, это не говорит о том, что эти бесконечные гости, бесконечные гулянки, там и все такое в вашем доме рано или поздно не продырявит эту энергию, и вы не останетесь просто ни с чем, и вы не озлобитесь. Так вот, вас хвалят, вы хорошая, добрая, мы поедем. На самом деле это переводится так. Она добрая дурочка, можно дальше пойти гостить, она ничего не скажет. Не, она добрая, не, она ничего не говорит, она вообще хорошая. Приезжают, вы так рады видеть, вы с подарками, почестями, хотя вам никто ни подарков, ни одного сока не принес. Но ничего, гости же, надо приглашать. Вот вы пригласили 1, 2, 3, 4. Годами это длится. В конце концов у вас заканчивается просто сила. И как только вам звонят, говорят, что приедем, вы говорите: я извиняюсь, но сейчас мне вообще не до гостей. Я болею, я плохо себя чувствую, у меня очень много дел. Поэтому есть только в гостиницу. Не обижайтесь, но на сей раз никак. И скажите мне, пожалуйста, кем вы будете у тех людей, которые годами вас пили, гуляли, жили бесплатно, рвали и ломали, и без никаких, то есть без зазрения совести, никаких каких-то мыслей о том, что это все возместить, и уезжали. Кем вы сразу станете у этих людей? Мне перечислить все титулы, которыми вас наградят тут же, непременно. Так вот, это абсолютное неуважение к вам. Гость – это тот человек, которого ты должна сама позвать. Приезжайте ко мне, приезжайте на недельку, отдохните. Вот ты зовешь. У тебя есть ресурсы, время, и ты хочешь провести время с друзьями, с близкими, кем угодно. Ну, случайных людей, наверное, не приглашают. Гость – это тот человек, который приехал на 1, 2, 3 дня. Побыл у вас. Где-то поучаствовал в этом всем. Хорошо, не поучаствовал. Пришел гостить полностью. Погостил у вас, поблагодарил и уехал. Когда люди считают, что имеют полное право пользоваться вашим пространством и всем тем, что вы создали, как им хочется и нравится, эти люди вас не уважают. У них к вам нет никакого уважения, ни капли. Потому что они считают, что ты и так богата, не помрешь, ничего страшного.
У меня такой опыт был в жизни. И когда я уже уставала и просто выставляла этих людей, я просто говорила, вы знаете, Москва – это то место, где надо работать. То есть в переводе это означало, вы сами ни хрена не делаете, не хотите, ни к чему не стремитесь. И мне не даете работать, а у меня очень много дел, очень много, и я должна сесть, я должна ответить людям, я должна делами заниматься, у меня книги и так далее. Мне некогда гулянки, пьянки, радостные, веселые, хохотушки, прогулки. Это когда у меня будет время, я сама скажу, и приедете, мы поедем везде. После чего эти люди до сих пор в сети, везде. Прошло уже много лет, 5 лет, 7 лет, 8 лет по-разному. Все жили у меня, просто жили. Муж бьет, приехали, свекровь приехала, у меня нервы не могу, приехала, живет. Натурально жили, никто не думал даже хоть хлеб идти купить за свой счет. Зачем? Ну, у меня же есть деньги, я же не бедная, чё? Дай поносите это, пожалуйста. Ой, как красиво. Можно я возьму и так далее. Потом учишься быть жестче. Вначале тебе неудобно. Наглые люди считают, что это они такие, знаете, шустрики. Это умение жить. Вы же дураки. Вы не понимаете, как надо. Вот так надо в наглую идти, жить. И не переживайте ни о чем, и в ус не дуйте. Да и параллельно, даже если не нравится. Могут кто-то сказать, ну ты же не видишь, что человек всеми способами дает понять, что тебе пора отсюда сматываться. Ты плевать. Мне-то что? Я свое получу. Да пускай говорит, я не обращаю внимания. Вот и все. Некоторых людей иногда прям за ухо надо так взять, вот так вот вытащить, как мышей, знаете, и вот так вот выкинуть. Потому что насколько ты воспитанно, корректно, понимающий. Люди, ой, здрасте, у меня отпуск, хочу приехать вас провести. А ты спросила у человека, а у меня есть время на отпуске? Это не мой отпуск, это твой отпуск. Проведи этот отпуск где-нибудь в другом месте. Нормальные, достойные люди, когда приезжают, сейчас кафе, рестораны, их полно. Вместе выходите, садитесь, провели время весело, пообщались, приятные впечатления, фотографии, все, уехали люди. А ты домой, в свой чистый, нормальный дом. Но когда всей толпой рвутся к тебе, да даже один человек, когда ты одна дома, ты можешь готовить, можешь не готовить. Ты можешь стать, извиняюсь, в трусах ходить, а можешь как хочешь. Ты можешь спать до обеда. Когда человек есть дома, естественно, ты чувствуешь, что надо идти, покормить человека, убрать за человеком и все такое. Бывают моменты, когда человек, близкий человек, брат, сестра, приехали по делам, естественно, они остаются у тебя. Родные люди. Могут остаться, потому что ты согласилась, ты сказала, да, приезжайте по своим делам, приезжайте, оставайтесь, естественно. Твой ребенок может гостить, твоя племянница, провести у тебя лето. Но это твои, это близкие люди. Ты можешь на них и поругаться, сказать, что вы разбросали, так быстро убрали. Быстро, чтобы я не видела больше ничего тут. Это твои. Даже мама на худой конец ворчливая может прийти. Но это твоя мама. Если что надо, ты и на место поставишь и скажешь. Это родные люди. И они должны меру знать, но это родные люди. А когда люди через хреново колено, чьи-то друзья, чьи-то знакомые, чьи-то кумовья приезжают, потому что ты в городе живешь, и можно у тебя оставаться, это совершенное неуважение к тебе. Ну, ты же достигла всего, что ты не делишься этим? И запомните, эти люди могут принести в ваш дом катастрофу. Развод, разлад. Во-первых, когда вы человек очень воспитанный, вам неудобно, вы не можете сказать в лицо, мне надоело это все. Я больше так не хочу, не могу. У меня дела. Вы меня задерживаете, вы отвлекаете. Я не могу весь день за вами ходить, ухаживать. Мне это надоело. Вы знаете, почему развелись наши любимые Нонна Мордюкова и Тихонов?
Мордюкова вводила в свою однокомнатную, даже не квартира, а комната в общежитии, своих всех родственников. Они у них там жили годами. Он, бедный, все время приходил. Ему надо было завтра кого-то повезти в поликлинику, кого-то еще. И при всем этом он должен был зубрить всю ночь, роль сидеть, думать, как играть, что делать. Он с театра домой не хотел приходить, потому что дома был шалман. Она считала своим долгом, раз она перебралась из села в город, хотя она очень гениальная актриса была, замечательный человек, но она не могла отказать своим родственникам, не могла объяснить. Когда у людей нет интимной жизни, месяцами, годами, они отдаляются. Когда люди не могут вместе сидеть, чай попить вечером, они отдаляются. Когда ты в своей семье не можешь спокойно жить, когда ты не можешь спокойно идти купаться, когда ты переживаешь, чтобы твои собаки, кошки кого-то не поцарапали, не сожрали, не съели, потому что бегают дети и дразнят их. У тебя нет жизни. И ты всю эту злость, естественно, вымещаешь на близких людях, потому что им сказать неудобно. Люди, вот тот самый захмат, который тень человека, может выгнать вашего домового. А домовой – это ваше благополучие. Это охранник, это хранитель домашнего очага. Это когда твои животные не болеют дома. Это когда у тебя посуда не разбивается. Это когда у тебя тишь, гладь, спокойствие, умиротворение. Когда ты спешишь домой. Это домовой, это сила. Это огромная сила, защитная сила. В такие дома никогда вор не полезет, там никогда убийства и чего-то такого не будет. Он охраняет, а человек, который приходит своей тенью, он может выгнать этого духа. Дорогие друзья, если вы откроете свои окна, сквозняки могут навредить вашему здоровью. Постоянные гости из ниоткуда, незваные, неприятные, не ваши, нежелательные, не вовремя, не к месту. Они забирают ваше благополучие. Во-первых, вы не можете свободно передвигаться в своем доме. Ваш дом как гостиница. Во-вторых, вы не можете свои дела сделать дома, потому что слишком много внимания, лишних ушей, и вам это мешает. В-третьих, это затраты, непланированные затраты, которые вы могли на себя потратить, а вы должны сотни тысяч тратить на людей, которые у вас месяцами обитают. Это отсутствие интимной жизни. Это раздражение по поводу того, что тебе хочется куда-то уехать, но ты не можешь дома оставить, не очень доверяешь людям. Это нахальное пользование всем тем, что ты создала, считая, что это общее, наше. Ты создала, давай теперь будем пользоваться. Это самоедство по поводу того, что ты не можешь высказать, сказать. И ты понимаешь, что он нагло тобой пользуется, но тебе неудобно. Как сказать, что сказать? Сказать, пошли вон отсюда. Это когда ты ждешь, пока они поймут сами. Они поняли давно. Но им это не интересно. Твои чувства, твое плохое состояние совершенно их не волнует. Ты даже открыто можешь сказать, пошли вон отсюда. И они не уйдут. Они скажут, ну, если так вот тебе неприятно, через пару дней я уеду. Ничего страшного. Мой дом, моя крепость, не просто так сказано. Постоянные гости с ночевкой, подруги. У меня есть лекция по этому поводу, как забирают вашу долю. Они забирают вашу долю. Касание ваших предметов. Ваши предметы должны сохранять вашу энергию. Негативные мысли, зависть. А сколько это стоит? А почем это купили? 100 тысяч, ни хрена себе, какие бабки. Понятно. И тут же человек, поедемте куда-нибудь, походим. За твой счет. Почему? Потому что если у тебя есть 100 тысяч, чтобы купить такую вещь, ну не сдохнешь же ты там 5 тысяч на какой-нибудь ресторан. Господи, что ты там? Вот отношения. Деньги, достаток, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, как проклятие становится для человека. Потому что все норовят тобой пользоваться, приехать. Я как-то смотрела видеоролик, когда, то есть, историю Любови Орловой, где ее называли двуличной, такой-сякой, что она вот гостей не пускала к себе. Хотя
Было много людей, их немало, которые говорили, что они гостили на даче у них и описывали эту дачу, какая прекрасная дача была, и как они были все радушные и все такое. Друзья мои, Орлова по доносу друзей, которые у них гостили, потеряла первого мужа. Она до конца жизни боялась со вторым мужем спать в одной постели. Они спали в разных комнатах. Уж не знаю, после интима она уходила или нет, и такие подробности нас вообще не должны волновать. Но они спали в разных комнатах всю жизнь. И когда однажды друг спросил, почему Люба вот не спит с вами, уж извините за такой вопрос, он сказал, понимаете, ее первого мужа взяли, забрали с постели. И у нее после этого остался ужасающий страх. Она боится со мной спать, чтобы вдруг и меня не выдернули, не забрали с постели. Она боится повторения этого. Она пыталась, она просила за него. Его освободили через много лет. Он вернулся с туберкулезом. Люба сняла ему квартиру, помогала до самой смерти. Но уже вместе они не были, потому что много лет прошло. Она вышла замуж. И как вы считаете, можно ли было этого человека считать негостеприимным, жестоким, жадным, там, двуличным, как только не назвали? Я считаю, что она просто извлекла урок от того, что происходит, когда ты слишком часто пускаешь гостей в свой дом, и когда они видят, сколько это кольцо стоит, а сколько эта машина стоит, а почему вот это купили, а окна, сколько вы потратили, а сколько там это должно было стоить. А дайте мне денег на то, а помогите на это. Они рассматривают вас как средство для наживы. А как только вы их останавливаете, ставите на место, вы плохая, вы такая, вы не умеете дружить. Я часто слышала такое выражение от своих бывших друзей: ты не умеешь дружить. В переводе я всегда каждую фразу, каждую мысль человеческую перевожу на свой настоящий язык. В переводе это означает: ты не даешь тобой пользоваться, ты плохая. Я не умею дружить, потому что мне надоело кормить их семьи, отправлять им деньги, платить их квартплаты. Когда я сказала: послушайте, если бы я была нищая, бедная, несчастная, наверное, вы со мной бы не дружили. Вы меня рассматриваете просто как кошелек. И мне это неприятно, я чувствую себя использованной. У меня тоже семья, у меня ребенок. Вы, в конце концов, эти 30 тысяч можете на себя потратить, вместо того, чтобы отдать ей, чтобы она оплатила, то есть, за проживание. Они уже приходили, как, знаете, как должные. Просто вот каждый месяц она звонила: я к тебе уже еду. Приезжала, деньги на столе, кофе, чай, взяла деньги, поехала. Они уже посчитали, что я обязана, это моя обязанность, это моя святая обязанность. Я возила своих подруг по этим салонам красоты. Я себе не покупала такие дорогие косметические средства, как им дарила. Мы шли вместе по магазину, кидали в эту корзину все, ну вот магазин дорогой косметики. Они все брали, пупа, чего только там, все, что возможно, все это кидалось в корзину. Выходили, они стояли просто, я оплачивала, и мы радостные шли домой. Но я не помню ни разу, чтобы они мне что-то купили и подарили. Я такого не помню. Вот единственный человек в моей жизни, я вам честно скажу, именно друг. Я не говорю о тех девочках, с которыми мы общаемся, обмениваемся, которым я что-то дарю и так далее. Нет, речь не об этом. Речь о том, кто постоянный друг в твоей жизни. Вот единственный человек, который действительно как друг себя проявил, это Яна. Если я ей дарила что-то, она мне дарила и не меньше. Друг – это человек, который всегда... Понимаете, дело не в том, что нуждаюсь я или не нуждаюсь. Это в понимании, если человек только берет у тебя, а взаимно ничего не делает, жди дерьма когда-нибудь, обязательно, потому что человек обнулит тебя, чтобы не чувствовать себя обязанным. И это произойдет. И ты 1000 раз скажешь: как? У меня жили, я всем помогала, ну как так можно было? Можно было, ты не умеешь дружить. Ты устала быть использованной, ты плохая. Очень
часто люди, которые много принимают гостей у себя дома, у них в семье очень много проблем начинается. У детей начинаются проблемы с законом. Муж с женой ругаются. У них начинаются взаимные претензии, ненависть друг к другу. Любящая, понимающая друг друга семья разваливается на глазах. Они слышат эту ругань. Они понимают, что их присутствие просто очень нежелательно, что они просто разрушили эту семью. Они это все слышат и дальше продолжают у тебя жить, потому что им так выгодно. Пока им выгодно, они будут жить. Потом они уйдут, просто сказав о том, что ты нехорошая, ты жадная, ты плохая, ты не умеешь дружить, ты гостей не можешь принимать и все такое. И все забудется. Все, что ты сделал. Люди, которые часто ночуют у вас дома, остаются, они воруют энергию вашей семьи, вашего дома. Нарушается целостность дома. Разбитые кем-то вещи в доме приносят несчастье, приносят безденежье, приносят пустоту. Сказанные кем-то слова, недобрые взгляды на твои, скажем так, на твою мебель, на обстановку. Постоянное, значит, вопрошание того, сколько стоит, откуда это. Подарили, купили, так интересно. Вам-то что? Вот постоянно зависть, вот сразу же, хотите понять зависть, вот это слово, тебе-то что? У тебя-то вон дом есть, у тебя-то вон квартира есть, тебе-то что? Ты тут рядом живешь, тебе-то что? Вот. А тебе-то что говорить? У тебя-то все хорошо. Вот это вот. Сколько раз было, когда подруги приезжали, с ночевкой оставались и все время говорили: да тебе-то что? У тебя мужик, вон, рукастый, все делает, все может. Через некоторое время мужик или погибал, или уходил, или что-то случалось. Все рушилось. И вспомните хоть раз эти гости, которые у вас оставались годами, приехали к вам спрашивать, как у тебя дела, может, тебе помочь надо чем. Вспомните хоть один такой случай. Его нет. Нет денег, нет дружбы. Нет выгоды, нет гостей. Есть выгода. Гости шеренгами. Особенно меня раздражает, когда говорят: хочу приехать, посмотреть, как у вас там красиво и все такое. Никто не говорит: приедьте к нам, посмотрите, как хорошо. Друзья мои, как вам поступать, я вам не могу советовать. К этому каждый человек сам приходит. Но я хочу вам сказать, исходя из собственного опыта. Такие гости, которые, знаете, от которых вам ни холодно, ни жарко, от которых не зависит ни ваша судьба, ни дальнейшая какая-то жизнь. Они просто абсолютно отдельные личности. Никакого отношения к вам не имеющие. Друзья, знакомые какие-то, знакомые знакомых и так далее. Такие люди привыкают и принимают это как само собой разумеющееся. Такие люди никогда не оценят. Они не видят эти расходы, они не понимают. Они так не работали, они так не создавали. Эти люди считают себя вправе на правах друга приехать и пользоваться всем тем, что создала ты. И если ты из этих людей отстанешь от жизни, просто выпадаешь из жизни, согласитесь, на долгое время выпадаешь, потому что все мысли ты не успеваешь и за ними смотреть, и это делать. Да и в доме как-то не получается, да, своими делами заниматься, когда там музыка орёт, и дети бегают. Ты выпадаешь из своей жизни, потом ты сам будешь восстанавливать это все, вставать на ноги. Никого не интересует, какие у тебя проблемы после начнутся. Кого-то уволят, потому что он все время поздно приезжал, и не выспавшись, плохо ему стало, потому что дома гости, и не знает, что делать, и человек не высыпается, не отдыхает, едет на работу. У кого-то начнутся проблемы на работе, потому что какие-то документы потеряла, потому что не высыпается, потому что на нервах. Никого это не волнует. Эти гости приехали, попользовались, уехали себе по домам и радостно живут, думая о том, когда бы еще к тебе приехать и хорошо пожить. А все эти проблемы ты будешь тащить сама на себе. Вот и все. А если ты когда-нибудь их упрекнешь, они скажут: ты же сама сказала, ничего страшного, приезжайте. Они это воспринимают буквально. Когда человек здоровается с тобой на улице, говорит: как твои дела?
Ты из вежливости говоришь, да, нормально. А как у тебя? Пойдет. Это вопрос просто из вежливости. Это вежливый вопрос. Но когда человек, то есть человека спрашиваешь, как дела, и он начинает всю свою жизнь рассказывать, как было, что было, куда поехали, ты устаешь от этого, тебе это не надо, это лишняя информация. Нормальный человек такой вопрос воспринимает как вопрос, просто вежливый вопрос, как дела. А кто-то это воспринимает дословно просто. Вот как бы призыв к тому, что расскажи всю свою жизнь. Так и в жизни. Вы ждете, что кто-то поймет, а этот кто-то, может, давно уже понял. Просто ему плевать на вас. Ему плевать, что у вас будут проблемы. А некоторые даже специально приедут, чтобы у вас эти проблемы были. Потому что вы хорошо живете, не сдохнете. Еще где-нибудь напьете, выскажет. Да я вас вообще ненавижу, чтобы вы это все попередохли. Да вы такие сякие. Почему? Приехала, смотрит. Вот это есть, то есть, у меня нету. Да почему так несправедливо? Почему у них должно быть, а у меня не должно? Некоторые специально приходят, чтобы похвалить, чтобы остаться, и чтобы после них у тебя все развалилось. Некоторые приходят перекидывать свои болезни здесь, понимая это или не понимая. Человек, который онкологией болен, приходит к вам домой, это не передается воздушно-капельным путем, но это морально тяжело. Некоторые вообще приезжают к родственникам, остаются, лечатся, месяцами живут, не понимая, насколько человеку тяжело вот эту атмосферу больницы у себя дома видеть. Чтобы не тратиться на какие-то там они живут дома у этого человека, колят препараты, и, может, человек там же и помрет, а потом берут и уезжают по своим домам. А тебе потом на этом диване спать, а тебе потом в этой комнате жить, где умер человек. И умер совершенно чужой человек, незнакомый тебе, знать не знала и не считала нужным приглашать его. Понимаете? Вашу крепость могут развалить. Поэтому пусть каждый поступает по себе. Лучше пускай тебя называют плохой, стервой, такой-сякой, чем говорят, да, она добрая дурочка, ничего не скажешь, все нормально, поехали. Четко и ясно. А мы приезжаем. Ой, очень жаль, я себя плохо чувствую, или у меня очень много дел. В конце концов, я сейчас не готова к гостям. Извините, ребята, но нет. Придется вам в гостинице остаться. Если согласны, в гостинице, чтобы мы вышли в кафе и погуляли, пожалуйста, приезжайте. И должно быть согласие всей семьи. Все вы должны, как один человек, так отвечать и так говорить. Если один говорит ничего страшного, другой говорит, мне неудобно, они послушают именно тот ответ, который им выгоден, что ничего страшного. Мы же всегда говорим, да ничего страшного, да пустяки. А может, не надо так говорить, может, надо говорить человеку, ты знаешь, на самом деле мне не очень просто сейчас гостей принимать, вообще не время. Но если тебе очень сильно нужно, на 2-3 дня можешь остановиться. Дальше не смогу, потому что реально не потяну, и времени нет, и вообще не готова я к этому. Чтобы человек знал, что тебе это чего-то стоит. Они просто пустяки и ерунда. И скажу по себе, никогда никого не стесняла. Никогда в жизни, куда-то уезжая, не останавливалась ни у кого дома. Считаю это дурным тоном и невоспитанностью. Особенно в наше время, когда полно гостиниц, и они не по космической цене, вполне приемлемы. Если ты хочешь люкс, иди снимай за 25 тысяч. Если ты хочешь обычную комнату, за 2 тысячи можешь оставаться. Идти поесть дома, там, заставить человека готовить посреди ночи, когда есть рестораны и кафе. Я считаю, что гость – это тот, которого ты зовешь сам. Все остальное – это захватчики твоей территории. И они несут эту тень. И эта тень захватывает вашу жизнь, и потом не так легко от этой тени избавиться. Теперь вспомните, сколько раз во время того, когда были гости, после ухода гостей, много месяцев у вас то деньги не шли, то ругались дома, то ребенок от рук отбился, потому что при гостях он все мог, его не ругали, и он вот обнаглел.
то муж начал к вам плохо относиться, и многое другое. Я уж не говорю о том, что есть гости, которые подклады делают и на вас подлечиваются. Тебе чай сделать? Не позволяйте гостям вам делать чай, кофе. Сами делайте всегда. Не позволяйте им убирать у вас дома. Нельзя. Уборкой дома занимается только хозяйка дома. Не позволяйте особо гладить и играться с вашими животными. Животные после этого могут болеть. А вообще лучше закройте свои двери и пошлите всех на китайскую знаменитую гору. И пусть все обижаются. Лучше один раз сказать «нет», чем 1000 раз думать, блин, как же мне сказать, что же мне, ну как мне дать понять, чтобы в конце концов уже, пожалуйста, будьте так любезны, но у меня же дела, ну я же работаю, но я не могу там с вами заниматься, мне некогда вас возить туда-сюда. Один раз, ребята, я все понимаю, вы меня простите, вы можете, конечно, обидеться на меня, мне, честно, уже все равно, потому что я красную черту, если переступаю, это все, но вам лучше отсюда уехать. Если нет у вас возможности, на первое время я вам помогу, сниму гостиницу на несколько дней. Все. Хотя бы это, если у вас нет выхода, их выпроводить по-другому. И в следующий раз закрывать прямо перед носом двери. Реально. Пришли, позвонили, а мы в гости. О, а я болею. Нет, я сегодня не готова. Мне так приходилось делать. Когда посреди ночи звонили, ой, а мы сейчас с девчатами тут посидели в кафе, сейчас мы к тебе в гости придем. Какой у тебя адрес там? Я говорю, я гостей не жду. Я только приглашаю гостей. У меня нет сейчас времени, сил, и вообще я сплю, девочки. Да мы ненадолго. Неважно. Сейчас 3 часа ночи. 3 часа ночи все нормальные люди спят. И все. Как там Винни-Пух, да? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. И там поем, и тут поем. Но то оно и утро. Друзья мои, живите так, чтобы после вас была только положительная энергия. Поступайте так, чтобы люди о вас помнили добрым словом. Это благословение Вселенной. Те люди, которые считают, что они хитроумные и умеют жить, и все дураки, и не понимают, как можно нагло просто пользоваться людьми, и это вот им везет, поверьте мне, ничего хорошего их не ждет. Здесь ты загробастал, понимаете, здесь ты схавал, здесь ты бесплатно пожил, здесь ты устроил людям ад, понимая это, осознавая. В другом месте у тебя убудет. И всю жизнь у тебя будут проблемы, болезни, вся такая. И не спрашивай себя, почему так происходит. Потому что если ты считаешь, что ты здесь можешь у кого-то забрать энергию, деньги, средства, ресурсы, время, это нормально, то у тебя Вселенная с другого места все это заберет. Я когда отношусь спокойно ко всякому хамству, ко всякой грязи, даже к желанию, например, меня обмануть или что. Может быть, люди это оценивают как равнодушие. Нет. Совершенно. Это умудренность просто. Жизненный опыт. Я вам расскажу один случай, хоть это не касается гостей, но касается хамства. Как-то села в такси, едем. Нет, сначала спросила, мне нужно было поехать насчет вот прописки, все такое. И очень нужно было. Почему-то я тогда еще не знала, что из Яндекс.Такси. Вот не додумалась до этого, потому что мало пользовалась такси, мало выходила. И, значит, попросила отвезти. Он ей сказал 3000. Хотя вообще красная цена рублей 600. Я говорю, хорошо, мне срочно надо, поедемте. Но деньги вперед. Я говорю, возьмите. Чуть-чуть поехали. Значит, уже на МКАДе едем. Он говорит, я извиняюсь, или я сейчас развернусь обратно, или вот дело в том, что сейчас вот дорога дальняя, я не подумал, я только за 6 отвезу. То есть он, пользуясь тем, что я уже в машине сижу, уже мы в дороге, я сейчас на МКАДе не выйду, и вот так вот подло себя ведет. Я говорю, молодой человек, это, конечно, некрасиво. Заранее бы сказали. Ну, я же не знала, что так далеко. Как вы не знали? Вы же пробили, посмотрели, сколько ехать. Там час-два или сколько. Ну, если не хотите, я развернусь. Я говорю, не надо разворачиваться. Хорошо, 6. Ну, извините, но оплатите сейчас. Вытащила, отдала 6000. Поехали. Поехали до заправки. Уже чуть-чуть осталось. И
Значит, он, ой, а у вас мелочь не найдется, а то меня там не разменяют. Я потом вычту из этих денег. Я отдала ему 500 рублей, что ли, на это, налить несколько литров бензина. Он наливает, возвращается, сидит. Ничего не говорит про эти деньги. И только тронулся, у него мотор стукнул. Дым пошел. Он вышел, открыл, не знаю, еще что-то там испортилось. Ой, извините, девушка. Начал звонить своему этому шефу. Шеф там мат-перемат, орет. Да ты сам будешь покупать, блин. Я же надоело все эти ваши ремонты. И он, короче, мне, извините, я вам такси сейчас поймаю, возьмите деньги, не получилось. Я говорю, ничего страшного, все хорошо. Я сама сейчас найду такси и поеду. Я поехала за 800 рублей. Что я хочу сказать? Человек, который хотел сделать подлость, человек, который хитро сделанный, который думает, что какой я умный, как я шустро, хорошо умею жить, используя людей, тем более тех людей, которые воспитаны и неудобны им. Этот человек за свой счет наверняка должен был купить мотор. Сначала эвакуатор заказать, выслушать все от своего шефа, поехать домой, несколько дней не работать, следовательно, деньги, да, убытки. Он заплатил сотни раз больше. Много таких случаев, много в моей жизни. Мне говорили, слушай, а он тебя откровенно сейчас обманул, ты что? Я говорю, ничего не говори, пожалуйста, не надо ничего говорить. В кафе там отдаешь, написано, скажем, 3000, да, значит, 4 отдаешь вместе с этим, ну, 3 с чем-то, и 4 отдаешь вместе с чаевым, со всем остальным. Приходит официант, вы дали 3000. Смотрит такими глазками наивными. Я говорю, молодой человек, по-моему, 4. Нет, нет. Я говорю, ну, хорошо. Опять отдаю 1000 рублей. И через несколько дней прихожу, официанта нет. Ради интереса спросила. Я говорю, тут мальчик у вас работал постоянно. Ой, он очень сильно заболел, что-то у него непонятно. Отвезли прямо в больницу, он пока лежит. Те хитрые товарищи, которые не учитывают удобно, неудобно людям, что у людей своя интимная жизнь, что у людей рассчитанный бюджет, суются в дома, чтобы жить бесплатно за чей-то счет, на халяву, понимая, что это некрасиво, видя, как людям неудобно и неприятно, делают вид, что ничего не замечают, потому что им так выгодно и плевать они хотели. Запомните, если вы здесь у кого-то на халяву забрали время, силы, энергии, деньги, нервы и так далее, у вас заберется с другого места. Потом не жалуйтесь, что у вас в жизни ничего не получается. У подобных людей нет хорошей жизни. У них вечно проблемы с судами, с законом, с женами, с детьми, вечно. Потому что они подлые. И то, что они делают, это и есть подлость. Осознанно или неосознанно, это подлость. Так что, друзья мои, мой дом, моя крепость, защищайте от инородных ветров, губительных для вашей семьи и для вашей жизни. Губительных. Люди слишком гостеприимные, всю свою жизнь живут в трудности, во всяких проблемах, в скандалах, в боли. Почему? Потому что приходят и приносят свою грязь и оставляют в вашем доме. Потом этого захмата выгнать очень большая проблема. Всем удачи и всех благ.